Расскажи, как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Лида, мне 13 лет. Скажи, сколько тебе лет? 12. 11. В кабине этой машины находится много-много сюрпризов для них. Давайте, выходите. Вот у меня, как говорится, с чего было, с того сделано. Нечаянно съела мякушку в хлебе, вот прям всю, только осталась корочка. У меня нет счастливых дней. Что ты папе пожелала? Петр пошел прятать скупую мужскую слезу. Смотрите, стойте, стойте, стойте. Друзья, всем привет! Я вас приветствую в нашем новом выпуске. Сегодня вы увидите продолжение истории про многодетного отца Петра и его детей. Мы направляемся в сторону их деревни. Пришлось арендовать «Газель», так как мебель, ту, которую мы хотели взять, она просто не влезла в машину. В кабине этой машины находится много-много сюрпризов для них. Для тех, кто не видел, я оставлю в описании ссылку на наш прошлый выпуск про Петра и его детей. У него замечательных 3 дочки, они учатся все в школе. Петр работает грузчиком, у них совсем небольшие доходы, и вот мы приняли решение вместе с вами вот сделать им такой подарок. Будет такое преображение их комнат, и давайте я вам покажу, что же находится за мной. Ваня вместе с нами, передавай привет. Оп, и вот она, красота. Здесь лежат двухъярусная кровать, кровать-чердак, еще много разной мебели. Как это все выглядит и реакцию их семьи увидите в конце выпуска. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Я вам там всем буду очень рад. И прямо сейчас мы начинаем. Ну что, друзья, наконец-то мы подъезжаем, да начнется волшебство, наверное, можно так сказать. Нас уже встречает Петр, здесь подъехали ребята, которые нам будут помогать собирать мебель. Задом сдам и начнем сразу разгружаться и собирать всю мебель. Там еще, правда, надо старое все разобрать. В общем, выпуск обещает быть очень-очень интересным. Как у вас дела? Здравствуйте. Маленько, здравствуйте. Ты та самая Ксюша, да, которой в прошлый раз не было? Которая побоялась зайти. Слушайте, у вас тут прям чистота. Когда захочешь. Заглянь, готовились, да, к приезду? В прошлый раз приехали, тут у вас готовка да, потому кипела. что это только с работы бы пришел до этого. Как настроение? Нормально. Отлично. С каникул уже вышли? Да, еще в четверг. Забавно, девчонки так бегают из комнаты в комнату. Места себе не могут найти. Ксюша, а тебя почему не было-то в прошлый раз? Я там стояла. Я думала, это комиссия какая-то. Сейчас Петр Петрович звонит родственникам. Они забирают девчонок, и мы приступаем. Как думаете, у вас есть какие-то догадки, что мы приготовили? Ну, правда. Там кровати. Ага. Что еще думаешь? Не больше, надеюсь, и все. Расскажи, как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Лида, мне 13 лет. Скажи, сколько тебе лет? 12. 11. Чем тебе нравится заниматься? Мне нравится заниматься рисованием и просто слушать музыку. Технологии, там рисование, физкультурой. У меня есть грамоты там по гонкам с лыжами, по бегу. Мне нравится читать, рисовать. А есть какое-то хобби, может быть, еще у тебя? В школу любишь ходить? Да. Но иногда нет. А почему не любишь? Не знаю, я похожу, а потом... Ну, все равно папа заставляет ходить, потому что нужна учеба. Да. Нравится тебе там? Бывают редко двойки. Вот я заметил, у тебя очки поломаны. У тебя давно это? Недавно. А как ты их? Это они упали и разбились, а вторую трещину я на физкультуре сделала. Ты любишь ходить в школу? А какие у тебя оценки в школе? 3, 4. Предмет какой у тебя любимый? Математика с литературой. А в школе обижают тебя? Ну, бывает. Один раз была с Викой драка.
Ты для себя выводы после этой ситуации сделала какие-то? Да. Какие? Я извинилась перед Викой. Я сказала, что больше такого не будет. Никто не обижает? Все тебя боятся? А друзья есть у тебя? Да. Можешь У меня про них самая рассказать? ЛП это Инна и Соня. Как думаешь, почему они с тобой дружат? Не знаю. Наверное, что я смешная, всегда Инна говорит. Кто у тебя друзья? Настя. Почему она с тобой дружит? Из-за чего? Как ты думаешь? То, что я добрая. Угу. Еще. И все. Не знаю, те, которые со мной постоянно дружили в санатории, новенькие, они дружили со мной только из-за того, что чтобы я им показала, что в санатории есть. Ну, то есть 2 дня проходит и все, они отталкиваются. Так, ну все, можно все потихоньку вносить. Глаз радуется? Радуйся, радуйся. Мы сейчас не найдешь, кинем нам. Давайте. Пока мы все разгружали, Петр уже здесь все это разобрал, вынес. Ага. Да, это убрать. Петр Петрович, смотрите, вот это тоже мы разбираем. Петр думал, мы только кровати привезем, но мы привезли не только кровати. Мне 2:30 идти на работу. Ну я где-то на час сбегаю. Но у нас тут в любом случае до позднего вечера Да. работа. Здесь прям много-много всего делать. Ну я помогу, на что я. Конечно. Такой самый мебельчик, на. Мы так поняли, что вы мастер на все руки. Ну я вообще-то, у меня хобби мое, это столярка. А. Фанеру из дерева что-нибудь конструировал, делал. Чисто сам нарисовал, и потом это делаешь. Да, я еще с детства начинал рисовать эту мебель всякую. У меня целый блокнот этой мебели был, даже которой в магазинах не было, она у меня же была нарисована. У вас такая импровизированная антенна? Да. Работает она? Работает. Друзья, помните, мы в прошлый раз, когда встречались, а вот кошка была беременна, и она родила вот котят. Вот они лежат, кушают. Ну, здорово. Для чего оставляю, потому что это, если одна кошка, она не справляется, а когда их 2-3, мышей хоть в доме нет. Видно, конечно, что семья Петра, совсем очень скромно живут. Именно таким нам и хочется помогать тем, кто действительно нуждается в помощи и ее заслуживает. Петр хороший человек, честный, открытый. Девчонки, вы сами поняли, какие. Что замечательная семья, здорово, что мы с ними встретились, познакомились, и вот будем их как-то потихонечку помогать. Сарайка-то, наверное, у них какая-то. Вот здесь баня. Там, наверное, тоже, может, какую-то скотину место у них. И вот этот дом, я так понял, он на 2 хозяев. То есть, поделено половина. Начинаем потихонечку собирать мебель. Расскажите, где вы родились и выросли? Ну, родился я в Углинском районе, село Александр-Данек. До 3 класса учился там, потом в Тугучинской школе-интернате. А как так случилось, что вы там оказались? Ну, у меня отец погиб. Несчастный случай на работе. А кем он работал? Трактористом. Буксовали, что-то он решили трос укоротить, споткнулся. Упал, а трактор наехал. А мама ваша? Ну, мать что, лишили родительских прав. Отучился 8 классов, поступил в СПТУ. Мы сейчас вот общались с детдомовскими. Они очень много страшных вещей рассказывают. Не знаю, я вот когда в наши года, это что, это 78 по 80, включительно 83 год, я скажу, что нормально было. Единственное, да, что вот одевали нас, как этих всех, одинаково под один это. Нет, я имею в виду какие-то издевательства. Нет, у нас такого не было принято. У нас, наоборот, старшеклассники всегда заступались за младшеклассников, их, наоборот, поддерживали лишний раз даже теми самыми конфетами угостить. Не было такого, как вот сейчас. Что сейчас происходит? Конечно. Да. Вот вы говорите, маму лишили прав, а мама не пыталась восстановить права? Пыталась. Один раз, у нее там не получилось из-за того, что там жилья не было. А какие у вас взаимоотношения с мамой были? Да нормальные взаимоотношения. Каждого можно человека понять, всякое бывает. Где вы учились? Вот какое у вас образование? Машинист, тракторист широкого профиля. Почему вы по специальности не работаете? В колхозе по специальности работать. Здесь у нас в юртах нету такой работы.
То, что в колхозном соседнем деревне, ну, то есть акционерное общество, там, извините, пожалуйста, это я просто фактически дома не буду бывать. Это с 9 часов утра до 9 вечера, а то и допоздна, если посевная. Хочешь не хочешь, надо выбирать такой вариант, который, чтобы это более дома находиться. Чтобы внимание Да, чтобы это контролировать их, проверять, все такое. А расскажите, как вот вы 3 дочерей воспитываете? Что, ну, обыкновенно просто. Слушаются просто, привыкли, да и все. Что им сказал, то и делают. Расходы карманные большие. Вот это тяжело. Парни уже пообедали, сейчас начали собирать, сейчас мы быстренько тоже кушаем. Ваня, приятного аппетита. Покупайте мерч канала. Да, Вань, хорошо напомнил. Да, друзья, у нас есть свой мерч, мы оставим ссылку в описании. Там все, что связано с нашим каналом, с правильным посылом. Есть разные коллекции, есть для любимых. Знаете, вот самый лучший дедушка на свете, самая лучшая мама. Много всего интересного. Мы будем вам очень благодарны, если вы нас поддержите и приобретете что-то для себя, либо своих близких. Ссылку я оставлю в описании. У нас уже начинает вырисовываться конструкция. Здесь будет находиться шкаф, где они могут какие-то свои личные вещи хранить. Здесь у нас будет то место, где они смогут делать уроки. И наверху будет сама кровать. Когда приехал, я смотрю, что у них нет ни одного места, где можно было бы делать уроки. Даже я вот не спросил, где они, наверное, вот на кухне делают. А сейчас будет у них 2 рабочих места, ну в идеале вот можно и 3. Каждая может находить любое время, чтобы поделать уроки. Надо еще помочь девчонкам подтянуть их по учебе, и тогда я, наверное, буду считать, что наша миссия выполнена. Мы сейчас будем собирать нижние шкафчики, то есть у кровати нижние шкафчики, они будут вытаскиваться, туда можно будет складывать какое-то постельное белье. Ну пройдите, посмотрите. Да я туда вижу. Они что, широкие? Ну пошире, чем у меня, да. Просто у меня что, как говорится, с чего было, с того сделано. Ну понятное дело, что... Выход с положения тоже надо было. Конечно, чтобы не на полу спать, Ну, хотя бы так. Самое главное, что ребятишкам сейчас хорошо будет. Ну да, естественно, обрадуйтесь. А я, знаете, что вот мне было интересно, а где они уроки-то делали? Кого, уроки шли? Без столом, да, это На кухне? Да. Им же каждый задают домашнее задание. Да. Так они когда делают, интересно, это. Старшая пришла, она обычно это, вечером, ну, даже к вечеру делает. Младшая, такая, долго не думая, она сразу раз, вначале уроки сделает, а потом это, на улицу. А вы вообще помогаете уроки? Да. По математике помогают. По математике? Ну, по истории там где что, кроме литературы русского. 2 у тебя были за четверть? 1 по литературе. То есть... Да, я была, нам по интернету бывает задают домашнюю, я не могу это сделать, потому что я забываю в информатику ходить, или там бывает урок идет. А ты вот сейчас, вот 4-я четверть, ты сейчас что-то делаешь, чтобы у тебя в следующей четверти не было 2? Да, я начала, по каким предметам мне плохо получается, я начала читать побольше. А вот какие ты хотела бы предметы подтянуть? Английский, литература, русский. Смотри, И биологию. И биологию. Если мы найдем человека, кто с тобой бы занимался, ну, удаленно, ты бы занималась бы? Да. То есть, ну, вы там созваниваетесь, допустим, надо, сейчас с папой поговорю по поводу интернета, здесь вообще есть он, нету? Нет. Ни у кого его нету? Его можно провести вам в дом? Да. Ну вот, я про это и спрашиваю. Русский, литература, биология и английский. Да. У кого-то в четверти 2 была. У Ксюши. И у тебя. А у тебя по какому предмету? По английскому. То есть ты вообще, да, не понимаешь английский? Ну, я читать не могу. А времена, вот это, ты в них разбираешься? А буквы знаешь? Только с английским у тебя проблемы. Да. А какие ты можешь назвать в себе хорошие и плохие качества? Хороший, не знаю. Ну вот смешная ты сказала. Да. Веселая. Скромная. Да, бывает. Ну вот хорошие, ты говоришь, добрая. Больше ты никакие качества себе не можешь? Ты хорошие качества не знаешь, какие у тебя есть? И я думаю, наши зрители напишут в комментарии, какие они увидели в тебе хорошие качества.
И в следующий раз, когда я приеду, я тебе передам, что увидели наши зрители. А от себя я скажу, что у тебя хорошее качество – это скромность, то, что ты спокойная, вежливо разговариваешь, культурно – это тоже хорошее качество. У меня привычка то, что если кто-то из ребятишек вот скажет мне против меня одно слово, я ему 10. И если у тебя была бы возможность загадать любое желание, и оно сразу же бы исполнилось, то что бы это было бы? Любое желание. Ну, то, что я загадаю, это точно не сбудется. Первое, чтобы мама приехала, а вот второе, чтобы ко мне нормально относились родственники. Когда мы жили у мамы Наташи, Ксюша нечаянно съела мякушку в хлебе, вот прям всю, только осталась корочка, вот прям вот так вот. Мама Наташа очень сильно разозлилась, когда пришла с работы. Она орала и спрашивала у всех, кто это сделал. Я сначала сказала, что это я, она сказала, не ври. Потом Юля сказала, это Ксюша была. А почему ты сказала, что это ты? Ты захотела прикрыть как-то? Да. Петр Петрович, а есть у вас еще, я не знаю, вот страх, что могут забрать девчонок? Ну, это без этого никак, ну, всякое бывает. Что случится со мной, куда они там, всякое бывает. Так что здесь... Ну, такие мысли дурные часто в голову лезут? Не часто, но все равно лезут. То, что вот по учебе, вот, если они не будут справляться, по тоже учебе, могут вас наказать. Двое это нормально, это, то есть, ну, ну, одна тоже, это младшая подтянулась, а вот средняя вроде начала, и опять не это начинает. Надо подтягивать, чтобы, не дай бог, там... Нет, это сейчас она подтянется. Практически как у вас было, Да, только обновилось просто все. Также шкафчик стоит, который стоял в этом месте. Также это. Я просто прям вот это все подбирал, чтобы все было в цвет, чтобы все было четко по размерам и чтобы все у нас по габаритам проходило. Даже вот эти вот части я отдельно докупал, чтобы не было прозрачно, чтобы когда они там находились, чтобы у них была своя комната. Нравится вам? Естественно. Девчонки же вам пришли. А вы куда? А мы сумки отнести. Там Давай, бабушка, я отнесу. Там бабушка еще идет. Я переобуться нашла. Сейчас еще Лида. И я тоже переобуться. Так вы играете или к папе в комнату? Папе играть. Я папе на комнату сидеть. Надо переобуться. У нас остался последний штрих. Да, где-то это. Поставить выключатель, который был. Да. И там у нас был патрон. За место патрона будет теперь вот такая диодная люстра. А вы им вот эту зону как давно вообще сделали? Сразу. Сразу, да? Что-то опять не то? А у вас двоечков одни для вблизи и для дали или как? Кого? Двоечков. Ну я просто зачем? я читаю это в одних, смотрю, это хожу постоянно, полторашку. А в этих, в дом, когда захожу, мне мало освещения. А нельзя какие-то одни подобрать? Я ходил в трешке, просто у нас в магазине нету трешек. Все уже, конечно, подустали, потому что все встали, кто-то в 6 утра встал, я лично в 7 встал, собрались, и вот, по крайней мере, сейчас ихняя семья выйдет уже совершенно на другой уровень комфорта. Я думаю, уже будет и учиться интересней, и спать они смогут нормально. Ну, я об этом говорил в прошлом выпуске. И, друзья, хочется вам всем сказать огромное спасибо, что 2 недели, да, когда мы пришли, познакомились. И вот так все это быстро происходит. Поэтому большое всем спасибо. Представь, если ты была бы супергероем, то какой бы ты хотела бы обладать суперспособностью? Летать, чтобы было больше силы во всем теле, ну и волшебство было. А летать почему? Чтобы улететь подальше, которым людям нужна помощь. Ну, там, кто-то упал во враг. И ты бы доставала, спасала? Да. Летать и все. Исчезать. Вот, например, когда у нас английский, вот бы хотела бы на этом еще на контрольной исчесть или даже сразу на английском. На каких-то нелюбимых предметах исчезать. И все. А куда исчезать? Домой. Тогда это не только исчезать, еще и телепортироваться. Да. Больше качеств никаких бы не имело. Ну, сила. Можешь вспомнить самый счастливый день в твоей жизни? У меня их несколько. Первое, это
когда нас забрали из детдома, мы стали жить с папой. Второе, это появилась лучшая подруга, с которой я могу все обсудить. Вот прям до мелочи. Ну и все. Можешь вспомнить свой самый счастливый день в жизни и рассказать Когда про мне него? подарили планшет, но потом его подарили брату Сереже. То есть тебе подарили Он с темного планшет, года. а потом забрали и отдали кому-то? Может, ты себя плохо вела, либо еще Нет. что-то? Мы в тот раз хотели взять планшет поиграть, и мама сказала, чтобы я ей дала планшет, и потом она спросила у Лёли: Лёль, можно я себе оставлю планшет? А она сказала да. У меня нет счастливых дней. Счастье для меня, когда ты человек, которого уже долго не видела. Это радость, веселье. А что такое счастье для тебя? Ты знаешь, что такое счастье? Да. Что для тебя счастье? Что играете? Например, настоящее слово переформулируем на другое, которое непонятное. Например, роза поза. А вы играете в такую игру? Знаете, есть, допустим, загадываешь слово, например, машина, и нужно однокоренными словами попытаться объяснить, допустим, это то, что ездит там по дорогам. И вы отгадываете. Кто первый отгадал, тому балл. Нет. Знаете, такая игра есть? Алис еще ее называют. Ты можешь загадать мне слово, а я сейчас буду им объяснять, и они должны будут угадать. Только на ухо говори. Слышали? Да. Ты услышал? Давай сюда. Молодец, кстати, Юль, что призналась. Что, ты не Ага. понимаешь, что ли? Что, готова отгадывать? Запомнили? Да, я запомнил. Юль, готова? Это то, что носят все люди. Вот. Сумка. Нет, ее зимой одевают. Шуба. Носят. Куртка. Куртка. Молодец. Давай, теперь ты отгадал, теперь я загадываю тебе. Ага. Давай. Услышали, нет? Я еще не. Я только свою это там слышу. Ну ладно, давай. Он гудит. Машина. Нет. Пылесос. Нет. Гудит где? Из трубы дым идет. Пароход. Ну это поезд. Нет. Это что-то из машины? Ну да. Почти. Им еще поднимаем груз. Трактор. Да. О, видишь, Лида молодец, догадала. Интересная игра? Да. В общем, вы тогда сидите и играете, а мы пойдем доделывать. Осталось сейчас подклеить обои в кое-каких местах. Вот эта обоина, она вообще держалась за старенький шкаф, который здесь стоял. Как только шкаф сняли, она вот сразу отвалилась. Шатульки уже. Шатульки есть такое, ну. Вань, покажи-ка часы. Ваня, проходит. Давай быстро. Время у нас, да, без 10:10. И что, прямо сейчас мы зовем девочек, одеваем им повязки, и дальше вы все прекрасно знаете, что будет. Друзья, еще перед тем, как мы начнем, мне хочется сказать отдельное спасибо парням. Денису, нашему подписчику, огромное спасибо. Слава, компания «Строймебель», вы можете его помнить по нашему выпуску, где собирали вот тоже кровать для многодетной мамы Кристины. Парни, огромное спасибо, низкий поклон. И ссылки на ребят я тоже оставлю в описании к ролику. Спасибо. Пожалуйста. Как вы распределяете свой бюджет? В первую очередь на еду-то, конечно, ну и для того, чтобы это девчонки были одеты нормально, это будет. А вы хотели бы что-то в своей жизни изменить? Знаете что, я вам одно скажу. Для того, чтобы изменить что-то в жизни, надо с молода об этом было думать. А уже когда уже под старость приходит, тогда начинаешь вспоминать. Вот дурак был. Нет же, выбрал этот путь. Так что здесь извините, пожалуйста, есть. А резких изменений переменить все равно не переменишь. А то, что своей цели добиваться, если какая-то у тебя цель есть, ну, то можно в любых обстоятельствах. Можете вспомнить свой самый счастливый день и о нем рассказать? Перед тем, как забрать, мне сказали, что там можете даже не забрать в течение 3 лет, они будут там. Да, расстроился, но здесь, когда буквально через 1,5 месяца документы все собрал, им принес документы, и когда они мне говорят, хоть сегодня забирай их и езжай. Естественно, да, вот это вот, естественно, радость была. Можете рассказать, вот мама, ваша жена бывшая, Да. какая она была по характеру? Ну, изначально она нормальная была.
по характеру. Просто вот... Просто, знаете, как говорится, если пословица, с кем поведешься, с тем и наведешься. Вот и все. У вас были когда-то проблемы с алкоголем? Да, выпить могу, имею право, любой взрослый человек. Но не до такой степени напиваться, чтобы и опять же утром бежать и не похмеляться, то есть похмеляться. Развелись с женой. У вас были какие-то еще там серьезные отношения после этого? Нет, 3 детей сразу, как это так? Ну что, в новую семью войти женщине, да, сложно? Да, это сразу 3 детей взять. Мужик еще может, как говорится, взять женщину с 3 ребятишками может взять. А наоборот сложно? А наоборот, это сложно. Есть такие случаи, но это мало таких случаев. А у вас на данном этапе есть какая-то мечта? Хочу нормально дом сделать. Для того, чтобы у меня здесь в ребятишке было чувствовать себя хорошо, отлично. Вот это мечта, так мечта. Я тогда предлагаю нам прямо сейчас начать потихонечку идти к этой мечте. Бу! Готовы? Да, все, да. Давайте, выходите. Зырь, Ксюша, а ты что ты? Ну, девушка. Шкаф здесь можете посмотреть. Мы сюда сейчас пока ваши вещи убрали. Смотрите, вот там лежат шапки. Ага. Каждая из вас одевает по шапке, и мы заходим в ту комнату. глаза, чтобы закрыло. Чтобы не было видно. Мы что, смотрели Всё. прям? Очки дайте снять. Смотрите, стойте. Правило следующее, мы заходим. И только когда я досчитаю до 3, вы снимете повязку. Ага. Стоп, подождите, я скажу. Девочки, все, что мы делали сегодня, и все, для чего мы это затеяли, это делали ради вас, ради вашего будущего, ради вашего комфорта и образования. Я думаю, все наши зрители присоединятся, что мы все хотим, чтобы у вашей жизни все было хорошо, чтобы у вас было хорошее образование в будущем, чтобы вы слушались папу, потому что я думаю, вы все прекрасно понимаете, как ему сложно. Вы все помните, что ему пожелали. И давайте сделаем так, чтобы это все так и было. Давайте перейдем к самой, наверное, такой интересной части. На счет 3 можете снимать свои повязки. 1, 2, 3. Ух ты. Вау. У вас есть место, где можете делать нормальные уроки. Это раз. Здесь шкафчики, которые можете там все что угодно сюда ложить. Здесь будет, кстати, сейчас, Петр Петрович, у нас есть для вас тоже подарок. Какой? Для главы семьи. Телек. Красиво. Это вам можно сейчас будет включить сразу, настроить, проверить. Спасибо Может, вы вам. сейчас включите, потому что папа не умеет. Не, папа ваш все умеет, это я 100% говорю. Ребята. Мы сейчас все вместе еще сейчас посмотрим комнату, потом А подключим я телевизор. пока распечатаю это. Да, папа пока распечатает. Ты любишь папу? Да. Да, очень сильно. Что ты папе пожелала? Чтобы он жил долго и счастливо. Чтобы папа еще жив был. И молодой. Чтобы он был счастлив. Можешь рассказать про маму свою, про родную? Она добрая. Всегда ни в чем не отказывает. Ну, красивая. Ну, и милая. Какая она? Не знаешь? Ты с ней общаешься? Вообще не общаешься? А когда последний раз виделась? Не помню. Лида с Ксюшей, они виделись год либо 2 года назад. Ты с ней вообще хотела бы общаться? Есть у тебя, например, есть что-то, чего у тебя нет, но ты бы очень это хотела бы? Нет такого. Многие там дети на твоем месте бы сказали там телефон, компьютер, планшет, одежда, вещи, обувь. А почему ты ничего не можешь сказать? Ну, как бы неприлично. Я мечтала о телефоне. У тебя вообще никакого нет телефона? У меня раньше был, только его заблокировали. Я поставила пароль и забыла, а листочек потеряла с паролем. Я хотела Любе дать, она его взяла и сильно заблокировала. Нет какого-то вот желания, чего бы ты себе хотела бы? Вообще ничего? У тебя есть мечта? Давай мы договоримся, что в следующий раз, когда мы приедем, ты придумаешь себе мечту какую-нибудь. Это первое. А второе, придумай себе какое-то желание. Вот что бы ты себе хотела, например. И в следующий раз, когда мы приедем, ты мне об этом скажешь. Договорились? Ладно, пойдемте. Заходим. Моя черная. Вау!
Это вы разберетесь потом, кто будет где спать. Здесь еще одно рабочее место. Есть лампа, чтобы подсветить все. Шкаф тоже, куда вы можете все убирать. Вон еще один шкаф, который там же был, куда можно все убирать. Да, снизу выдвигается все, туда вы можете постельное белье свое убирать. Мы старались максимально вот пространство, то, которое у вас здесь есть, использовать, ну, полезно, в общем так. Спасибо. Девочки, понравилось? Да. Ну все, мы очень рады. Спасибо. Пожалуйста. Витка, ты там точно шлепнулся? Нет. Тут вот. Так, знаете, что еще сейчас я вам кое-что дам? Разбирайте. Здесь в каждой новое постельное белье. Спасибо. Спасибо. Можете стелить. Мне нравится, там высоко. Ой, тут можно прятаться в шкафу. Да, тут в прятки можно играть. Хотели, наверное, себе что-то такое, Да. чтобы у вас было? Вот смотрится так, что вот если вот так посмотреть, что как будто мы не в доме, где-то в квартире находимся, Мне кажется. кажется, что это все большое, а мы маленькие. Вы маленькие. Знаете, о чем мы еще договоримся? У нас есть много разных подарков для вас и сюрпризов. Но давайте мы договоримся, мы их привезем только тогда, когда вы начнете подтягивать свои оценки. Договорились? У вас где можно оценки ваши посмотреть, проверить? У меня в дневнике. А у вас? Если Тоже? нужно, я могу читать. Давайте тогда мы приедем в следующий раз, либо это будет через неделю или через 2. Это будет еще в течение недели, точно мы будем это готовить. Вот, и для вас это тоже будет сюрпризом. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск вот с этой прекрасной семьей. Мы встретимся, но нужно будет еще потянуть оценки. Ага. Все, договорились. Спасибо. Пожалуйста. Девочки правильно распределились, что старшая спит на самом верху, а Ксюша средняя спит вот чуть пониже, Юля самая маленькая. Они с лимончиком. Они с лимончиком. Начали стелить постельное белье. Все круто работает. Теперь точно завершили вид, да? Ну да. Петр, а вот было видно, когда мы девочек завели, у вас прям это слезам такая скупая слезам просто это... подступала у папы. Просто это... Душевно. Петр пошел прятать скупую мужскую слезу. Конечно, человеку приятно, что вот так люди абсолютно незнакомые пришли к ним в дом, и вот буквально за 2 недели произошли такие изменения. Теперь верите в чудеса и в добро? Да. Хочется верить. Правильно, правильно. Есть на этом свете. Так, ну что, девочки уже себе стелят постельное белье. Время 11 часов вечера. Огромное еще раз вам спасибо. Я никогда не перестану это говорить. Друзья, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Вот здесь он появится. Пишите, задавайте вопросы. Со всеми буду рад пообщаться. И увидимся с вами через неделю. Пока.